Этна раскололась. Не метафорически, буквально. В декабре 2018-го гигантский разлом длиной несколько километров прорезал южный склон вулкана за считанные часы. Земля под ногами жителей Катании, города с населением 300 тысяч человек, начала расходиться в стороны. Но самое пугающее не сам разлом, а то, что ученые обнаружили под ним, Этна не просто извергается, она сползает в море. И этот процесс уже не остановить. 26 декабря 2018 в 4 часа утра сейсмографы по всей Сицилии зафиксировали толчок магнитудой 4,8. Эпицентр находился прямо под восточным склоном Этны на глубине всего 1 километра. Через 7 минут после первого толчка последовал второй магнитудой 4,6. Но землетрясение оказалось лишь предвестником. Жители деревни Дзаферано Этнеа выбежали на улицы в пижамах, стены домов трескались прямо на глазах, с потолков осыпалась штукатурка, в церкви святого Иосифа рухнула часть колокольни. Пока спасатели еще считали пострадавших, на юго-восточном склоне вулкана открылась новая трещина. Не жерло, не привычный кратер, а именно трещина, прорезавшая склон с северо-запада на юго-восток на протяжении 2 километров. Из нее не вырвался столб огня, как в кино. Вместо этого магма начала медленно, почти лениво выдавливаться наружу, как зубная паста из тюбика. Деревья в радиусе 30 метров от трещины вспыхивали сами собой, без прямого контакта с расплавленной породой, только от теплового излучения. Температура лавы составляла 1100 градусов по Цельсию. Итальянский национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал в тот день 370 отдельных подземных толчков за 8 часов. Это рекордное количество для Этны за последние 20 лет наблюдений. Сейсмологи отметили нечто необычное в характере волн. Они шли не из единой точки, а сразу из нескольких очагов вдоль линии разлома. Это означало одно: под землей одновременно двигались несколько магматических потоков, пробивающих себе путь через базальтовые породы. Деревня Флери-дель-Боско, расположенная в 8 километрах от новой трещины, потеряла в то утро 30% жилого фонда. Не от лавы, а от землетрясений, которые шли одно за другим. 228 домов получили повреждения, 27 были признаны непригодными для проживания. 1 человек погиб, пожилой мужчина, на которого обрушилась стена собственного дома. Еще 28 человек получили травмы. Тем временем лавовый поток с новой трещины двигался со скоростью около 100 метров в час в сторону населенных пунктов. Для лавы это средний темп. Не рекордно быстрый, но достаточный, чтобы через сутки достичь первых жилых кварталов. Итальянские военные развернули в районе Флери временный лагерь для эвакуированных. Вертолеты кружили над склоном, передавая координаты фронта лавового потока каждые 20 минут. Геолог Борис Беренина из Катанийского университета, работавший на месте в тот день, описал происходящее так: разлом вел себя не как обычная вулканическая трещина. За первые 6 часов его ширина увеличилась с нескольких сантиметров до 1,5 метров в отдельных местах. Он расширялся. Трещины расходились в стороны. Восточный блок склона буквально отъезжал от западного. Именно тогда ученые впервые произнесли вслух то, о чем говорили на закрытых конференциях уже несколько лет. Этна не просто извергается, она разрушается изнутри. Катания стоит в 29 километрах от кратера Этны. По меркам вулканологии это ничто. Лавовые потоки 1609 года уничтожили предыдущий город на этом месте полностью, и новый был отстроен буквально поверх застывшей лавы. Фундаменты барочных дворцов 18 века до сих пор стоят на базальтовом слое толщиной до 20 метров. Прямом напоминании о том, что однажды уже произошло. Декабрьский разлом 2018 изменил расчет. До этого момента сейсмологи считали, что при стандартном извержении лава пойдет по северным и северо-восточным склонам в стороны от крупных населенных пунктов. Итальянское агентство гражданской защиты в течение суток после появления разлома обновило карты угроз. Новая трещина открылась на юго-восточном склоне, именно том, который смотрит прямо на Катанию. В зону потенциального поражения впервые за 40 лет официально внесли районы Сан-Джованни-Ла-Пунта и Треместери-Этнео, пригороды с суммарным населением около 50 тысяч человек. Мэр Катании Сальво Поццо в то утро провел экстренное совещание с начальником гражданской обороны. Протокол совещания, опубликованный позднее, содержал один ключевой вопрос: сколько времени есть у города в случае прорыва лавы через южный барьер вулкана? Ответ геологов был неутешительным: от 18 до 36 часов, в зависимости от скорости потока и рельефа местности. Проблема Катании не только в близости к вулкану. Город построен в котловине, окруженной с севера склонами Этны, а с востока и юга — морским побережьем. Путей для эвакуации 3: автострада А18 на юг, дорога на Палермо через горы и морской порт. При одновременном движении 300 тысяч человек все 3 маршрута встанут в пробки в течение первых 2 часов. Итальянские военные провели учения по эвакуации Катании в 2015. Тогда выяснилось, что для полного вывоза населения потребуется минимум 72 часа. Вдвое больше, чем дает геология при худшем сценарии. Под самим городом проходят лавовые трубки.
Природные туннели, образованные застывшей лавой прошлых извержений. Их общая протяженность под Катанией составляет несколько десятков километров. Часть из них до сих пор не нанесена на карты. В случае нового крупного извержения раскаленные газы и лава могут двигаться по этим трубкам под землей, выходя на поверхность уже внутри городской черты, без какого-либо предупреждения на поверхность. Аэропорт Катании имени Винченцо Беллини расположен в 7 километрах от береговой линии и в 35 километрах от кратера. После декабрьского землетрясения 2018-го его работа была приостановлена на 6 часов для проверки взлетно-посадочных полос на предмет трещин и смещения плит. Вулканический пепел, осевший на полосах за ночь, пришлось убирать специальной техникой. Для Катании закрытие аэропорта — это не просто транспортная проблема, это отрезанный путь эвакуации для тех, кто не может уехать на машине. Жители города знают об угрозе. Опрос, проведенный Катанийским университетом в 2017-м, показал, 83% горожан осведомлены о вулканической опасности, но только 11% имеют дома план эвакуации. Большинство объясняют это просто. Этна извергается регулярно уже несколько тысяч лет, и город всегда выживал. Это опасное заблуждение, потому что декабрьский разлом показал, правила изменились. Через 3 суток после появления разлома журнал Geophysical Research Letters получил срочную статью от группы итальянских и британских ученых. Публикация прошла ускоренное рецензирование. Случай для научного мира исключительный и вышла уже через 8 дней. Ее главный вывод звучал так. Восточный склон Этны движется в сторону Ионического моря со скоростью до 4 см в год, и декабрьский разлом является прямым следствием этого процесса. Данные получили со спутников радарной интерферометрии. Технология позволяет фиксировать смещение земной поверхности с точностью до миллиметра, сравнивая снимки, сделанные с разницей в несколько дней. Снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1 до и после землетрясения 26 декабря, показали, восточный блок склона сместился единовременно на несколько сантиметров. Не постепенно, рывком за несколько секунд. Итальянский вулканолог Микеле Синискалки из Национального института геофизики работал с этими данными лично. По его словам, картина выглядела так. Огромный кусок вулкана площадью несколько сотен квадратных километров медленно сползает по подводному склону в море. Под восточным флангом Этны находится слой древних морских отложений, глинистых пород, которые под давлением многотонного вулканического массива ведут себя как смазка. Магма, поднимающаяся снизу, дополнительно разогревает эти породы, уменьшая их сцепление. Результат — постепенное, но неуклонное скольжение. Это явление называется гравитационным коллапсом вулканического фланга. Оно известно науке давно. Именно так около 70 тысяч лет назад обрушился в океан фланг вулкана на Гавайях, породив мегацунами высотой до 300 метров. Этна меньше гавайских вулканов, но ее восточный склон нависает над густонаселенным побережьем Сицилии и над относительно мелководным Ионическим морем. Группа исследователей из Оксфорда под руководством Джона Мюррея наблюдала за движением фланга Этны с 1980-го. За 38 лет наблюдений восточный склон сместился в сторону моря суммарно более чем на метр. Скорость смещения непостоянна. В периоды активных извержений она возрастает в 3-4 раза по сравнению со спокойными периодами. Декабрь 2018-го показал рекордное единовременное смещение за все время инструментальных наблюдений. Самый тревожный сценарий, который обсуждается в научном сообществе, это не постепенное сползание, а обвал. Если связанность пород на контакте между движущимся флангом и основным телом вулкана будет нарушена в ходе крупного землетрясения или мощного извержения, часть склона может обрушиться в море практически мгновенно. Объем такого обвала оценивается от 20 до 100 кубических километров пород. Для сравнения, знаменитое цунами в Индийском океане 2004-го было вызвано подводным землетрясением, а не обвалом. Обвал такого масштаба генерирует волну принципиально другой силы. Итальянское агентство по защите от стихийных бедствий заказало в 2019-м независимую экспертизу сценариев цунами для побережья Сицилии, Калабрии и Мальты. Результаты экспертизы засекречены. Известно лишь, что по ее итогам была расширена сеть предупреждения о цунами в центральной части Средиземного моря и добавлены 3 новых буя-датчика непосредственно у восточного побережья Сицилии. Ученые не говорят, что катастрофа произойдет завтра. Они говорят другое. Процесс идет, он ускоряется, и каждое новое извержение Этны приближает момент, когда накопленное напряжение в породах превысит критическую отметку. Когда именно это случится, через 10 лет или через 200, не знает никто. Но направление движения не изменилось ни на град. В 6 утра 27 декабря 2018 по громкоговорителям в деревнях Флери, Дель Боско, Сант-Альфио и Дзаферано Этнеа объявили обязательную эвакуацию. Нерекомендованную обязательно. Карабинеры ходили от двери к двери и фиксировали тех, кто отказывался уходить. Таких оказалось около 8% от общего числа жителей. Большинство отказников. Пожилые люди, прожившие на склонах Этны всю жизнь. Ну что, если Этна решила немного поразвлекаться, может быть, вы тоже хотите развлечься с ней? Заходите на playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети,
по одной подписке. И помните, только сегодня при регистрации по ссылке в описании ждет бонус в 500 токенов. 72-летняя Розария Грасса из Флэри сказала карабинеру в дверях: ее дом стоит здесь с 1938-го, пережил 4 крупных извержения и 2 сильных землетрясения, и она никуда не поедет. Карабинер занес ее данные в список и пошел дальше. Принудительно вывозить людей итальянский закон разрешает только при непосредственной угрозе жизни, а лавовый фронт в тот момент находился еще в 4 километрах от деревни. Эвакуационные автобусы развернули на 3 маршрутах: в Катанию, в Мессину и в Ачреале. Всего за первые 12 часов из зоны риска вывезли около 3200 человек. Скот и домашних животных брать запрещали, не хватало транспорта. Фермер Джузеппе Лентини из Сант-Альфио привязал своих коров к забору, оставил им 2 мешка корма и уехал. Через 3 суток, когда угроза миновала и людей пустили назад, все 14 коров были живы. Временный лагерь для эвакуированных развернули на стадионе в Ачреале. Итальянский Красный Крест установил 120 палаток, полевую кухню и медицинский пункт. К вечеру 27 декабря в лагере находились 1830 человек. Среди них 34 ребенка до 3 лет и 18 человек старше 80 лет, которых вывезли на машинах скорой помощи. Параллельно с эвакуацией людей итальянские военные инженеры начали отсыпку земляных валов на пути лавового потока. Это старый, но проверенный метод. Вал не останавливает лаву, но меняет ее направление, отводя поток в сторону от населенных пунктов. Работы вели круглосуточно, бульдозеры освещали прожекторами. За 48 часов было отсыпано 2 вала общей длиной около 800 метров и высотой до 4 метров каждый. Лавовый поток с новой трещины к утру 28 декабря прошел около 800 метров. Скорость снизилась с первоначальных 100 метров в час до 40. Фронт начал остывать и затвердевать с краев, сужая канал течения. Это давало время. Вулканологи из Катанийского университета установили на пути потока термодатчики и ультразвуковые дальномеры, которые каждые 15 минут передавали данные о скорости и температуре фронта. Телевидение транслировало картинку с вертолета в прямом эфире. Раскаленная лава ночью светится ярко-оранжевым, и зрелище было завораживающим. Рейтинги новостных каналов в те дни побили рекорд. Туристы из Катании садились в машины и ехали смотреть на лаву с безопасного расстояния, несмотря на полицейские посты на дорогах. Несколько человек были задержаны за проникновение в зону оцепления. К вечеру 29 декабря стало ясно, что земляные валы сработали. Лавовый поток повернул на восток, в сторону необитаемого лесного массива. Угроза для Флэри-дель-Боско и Сант-Альфио миновала. Жители начали пускать домой. Розария Грассо, которая никуда не уезжала, встретила соседей на пороге своего дома с кофе. Лава не взрывается и не горит, она давит. Фронт потока движется как бульдозер весом в несколько миллионов тонн, и все, что оказывается на его пути, либо сгорает от жара заранее, либо просто погребается под слоем раскаленной породы. Бетонные стены домов лава проходят насквозь за несколько минут. Металлические ворота плавятся и втягиваются в поток. Тряпичные крыши обрушиваются внутрь еще до того, как лава касается стен. От теплового удара, который разрушает стропила на расстоянии до 20 метров от фронта. В истории Этны есть случай, который лучше любых описаний показывает, что происходит с населенными пунктами на пути лавы. В 1992 году поток угрожал деревне Дзафера на Этне. Итальянские военные впервые в истории применили управляемые взрывы для отклонения лавового канала, заложили взрывчатку в застывшую корку над действующим каналом течения, чтобы вскрыть его и перенаправить поток. Операция потребовала участия американских военных вертолетов, которые сбрасывали бетонные блоки прямо в жерло, пытаясь снизить давление магмы. Деревню тогда спасли, лава остановилась в 180 метрах от первых домов. В декабре 2018-го лавовый поток с новой трещины прошел через несколько заброшенных сельскохозяйственных построек на склоне. Видеозаписи, сделанные с дронов, показали детальную картину того, как это происходит. Каменный амбар площадью около 100 квадратных метров лава поглотила за 22 минуты. Сначала загорелась деревянная дверь от теплового излучения, без прямого контакта. Затем лопнули 2 окна. Через 7 минут после первых признаков нагрева фронт потока коснулся южной стены. Стена простояла еще 4 минуты, после чего обрушилась внутрь. Крыша упала через минуту после стены. Еще через 10 минут от постройки не осталось ничего видимого, только чуть более темный участок в общем потоке движущейся породы. Самое разрушительное извержение Этны в 20 веке произошло в 1923. Тогда лава уничтожила деревню Маскали полностью. 2000 жителей потеряли дома за 3 суток. Итальянское правительство выплатило компенсации и построило новый поселок в стороне от склона. Сегодня на месте старой Маскали под слоем застывшей лавы толщиной до 8 метров лежат фундаменты домов, колодцы и мощеные улицы. Несколько лет назад местные энтузиасты раскопали часть старой улицы. Зрелище напоминает Помпеи, только вместо вулканического пепла все покрыто черным базальтом.
Жители склонов Этны давно выработали особое отношение к имуществу. Дома здесь традиционно строят из местного вулканического камня – базальта, потому что он лучше выдерживает землетрясения и не горит. Мебель и ценные вещи при угрозе извержения грузят в машины в первую очередь, задолго до официального объявления эвакуации. У многих семей есть заранее собранные сумки. Как в сейсмоопасных районах Японии, только здесь к стандартному набору добавляют документы на землю и страховые полисы. Страховые компании в зоне Этны работают по особым тарифам. Страховка от лавы для дома на склоне вулкана стоит в 3-4 раза дороже стандартного полиса. При этом многие страховщики отказывают в выплатах, ссылаясь на форс-мажор природного характера. После извержения 1992 года несколько сицилийских семей судились со страховыми компаниями годами и проиграли. Сегодня большинство жителей опасных склонов рассчитывают только на государственные компенсации. В 2018-м итальянское правительство выделило 32 миллиона евро на восстановление домов, поврежденных землетрясениями декабря. Этого хватило примерно на треть от реального ущерба. Этна убивает редко. За последние 400 лет от непосредственного воздействия лавы погибло менее 100 человек. Ничтожно мало для вулкана, который извергается практически непрерывно. Но это не означает, что Этна безопасна. Она убивает иначе, через землетрясения, которые она провоцирует, и через разрушение, которое растягивается на годы. Самая страшная катастрофа в истории Этны произошла в январе 1693. Серия землетрясений магнитудой до 7,4 разрушила более 40 городов и деревень на юго-востоке Сицилии. Катания была уничтожена полностью. Обрушились все крупные здания, включая собор, монастыри и городские стены. Только в Катании погибло около 16 тысяч человек. По всей Сицилии число жертв достигло 60 тысяч. Это одно из крупнейших землетрясений в истории Европы, и его источником была именно вулканическая активность под Этной. После той катастрофы Катанию отстроили заново в стиле барокко. Именно поэтому исторический центр города выглядит так однородно архитектурно. Все здания примерно одного периода, потому что более ранних просто не осталось. Новый город строили с учетом сейсмической угрозы, широкие прямые улицы, чтобы обломки не перекрывали пути эвакуации, приземистые фасады, внутренние дворы как зоны безопасности. Эти решения 18 века оказались настолько грамотными, что часть из них вошла в современные стандарты сейсмостойкого строительства. В марте 1850-го новое мощное землетрясение с эпицентром под восточным склоном Этны разрушило деревню Бронте и повредило несколько десятков других населенных пунктов. Тогда погибло около 600 человек. Примечательно, что само извержение в тот период было относительно слабым. Земля убивала независимо от того, текла лава или нет. Извержение 1923 года, уничтожившее Маскали, шло 168 дней. Лавовый поток двигался медленно, но неостановимо. Жители успели вывести почти все имущество. Мебель, скот, даже разобранные по частям крыши домов. Когда лава наконец вошла в деревню, там оставались только стены. Очевидцы описывали жуткую картину. Раскаленная порода медленно заполняла комнаты через окна и двери, как вода заполняется. Уровень лавы в домах поднимался постепенно, и снаружи было видно, как она светится сквозь оконные проемы изнутри. 1981 год принес одно из самых быстрых извержений в современной истории Этны. Трещина открылась на северном склоне, и лавовый поток за двое суток прошел 12 километров, угрожая городу Рандатсо с населением около 11 тысяч человек. Скорость потока достигала 500 метров в час, рекорд для Этны в 20 веке. Город успели эвакуировать, лава остановилась в 200 метрах от первых домов. 1992 год и спасение Дзефирано уже упоминались, но есть деталь, которую обычно упускают. Пока итальянские и американские военные сражались с лавой у деревни, на другом склоне вулкана открылась еще одна трещина. Ее никто не ожидал. Второй поток прошел через несколько виноградников и уничтожил урожай, который местные фермеры не успели застраховать. Они все следили за новостями от Дзефирано и просто не успели оформить документы. Этна в тот раз ударила туда, куда никто не смотрел. 2002 год – крупнейшее извержение начала нынешнего века. Лава и вулканические бомбы, куски застывшей породы весом до нескольких тонн, выброшенные из кратера, уничтожили туристическую станцию на высоте 1900 метров. Канатная дорога на вершину была погребена под лавой. Ущерб составил около 30 миллионов евро. Туристический сезон был сорван полностью. Канатную дорогу восстановили только через 3 года. История Этны – это история людей, которые раз за разом возвращаются на склоны вулкана после каждой катастрофы. Не от безрассудства, от экономической необходимости. Почва на склонах Этны, обогащенная вулканическими минералами, одна из самых плодородных в Европе. Здесь растут виноград, фисташки и цитрусовые, которые не имеют аналогов по вкусовым качествам. Вино с этнейских склонов продается втрое дороже среднесицилийского. Люди знают, чем рискуют, и остаются. Остановить лаву нельзя. Это не метафора и не преувеличение. Это официальная позиция итальянского агентства гражданской защиты, закрепленная в оперативных протоколах.
Все методы, которые применялись на Этны за последние 100 лет, земляные валы, взрывы, бетонные блоки, сброс воды с вертолетов, ни одна не останавливают поток, а лишь замедляют или отклоняют его. Разница принципиальная. Если лаву можно только направить, то вопрос всегда звучит: не остановим ли мы ее, а куда она пойдет. Единственный раз в истории, когда люди целенаправленно попытались заблокировать лавовый поток у самого источника, произошел на Гавайях в 1935. Американские военные самолеты сбросили бомбы на активный лавовый канал на склоне вулкана Мауна-Лоа. Бомбардировка разрушила корку над каналом, лава растеклась в стороны и потеряла направленность потока. Город Хило был спасен. Тот же метод повторили в 1942. Снова успешно. Но гавайские условия принципиально отличаются от этнейских. Там лава течет по относительно пологим склонам, а населенные пункты находятся дальше от источника. На Этне крутизна склонов и близость деревень делают авиационную бомбардировку канала практически неприменимой без риска для жилых кварталов. В 2016-м группа инженеров из Болонского университета представила проект подземных отводных каналов. Системы тоннелей, заблаговременно пробитых в породе склона, которые в случае извержения можно было бы вскрыть направленными взрывами и перенаправить лаву в заданном направлении. Проект получил положительную научную оценку, но так и не был профинансирован. Стоимость строительства оценивалась в 800 миллионов евро. Итальянский парламент проект даже не рассматривал. Но остановка лавового потока — это даже не главная проблема. Главная проблема — это сползание фланга. И здесь у науки нет вообще никакого решения. Восточный блок Этны движется в сторону моря под действием силы тяжести и давления магмы снизу. Чтобы остановить это движение, потребовалось бы либо убрать магму, что невозможно, либо каким-то образом зафиксировать блок породы объемом в десятки кубических километров. Для сравнения, самая большая плотина в мире, китайская Три ущелья, содержит около 28 миллионов кубометров бетона. Движущийся фланг Этны — это 1000 таких плотин. Сейсмологи из Национального института геофизики в 2021 опубликовали уточненную модель поведения восточного фланга при различных сценариях. Худший сценарий выглядит так. Мощное землетрясение магнитудой 6 и выше с эпицентром непосредственно под движущимся блоком вызывает его обвал в море. Объем обрушившейся породы от 30 до 80 кубических километров. Скорость обвала от нескольких секунд до нескольких минут. Генерируемая волна цунами достигает побережья Катании через 3-4 минуты после обвала. Расчетная высота волны у берега от 10 до 25 метров в зависимости от объема обвала. Система предупреждения о цунами в Средиземном море дает оповещение за 8-12 минут после события. Это означает, что население прибрежных районов Катании получит сигнал уже после того, как волна придет. 3 минуты разницы между временем прихода волны и временем оповещения — это официально признанный дефицит в системе защиты. Итальянское агентство гражданской защиты знает об этом. В протоколах на этот случай прописано одно: те, кто живет в прибрежной зоне ниже отметки 20 метров над уровнем моря, должны самостоятельно, без ожидания сигнала, немедленно уходить на возвышенность при ощущении сильного землетрясения. Это называется культура самоэвакуации. В Катании, где 83% жителей знают об угрозе, но только 11% имеют план эвакуации, рассчитывать на массовую самоэвакуацию за 3 минуты — это не план, это надежда. Этна не остановилась после декабря 2018. В феврале 2021 вулкан вошел в новую фазу активности. Серия извержений продолжалась несколько месяцев подряд. Столб пепла поднимался на высоту до 10 километров. Пепел оседал на улицах Катании слоем в несколько миллиметров. Аэропорт закрывался 4 раза. В марте того же года лава вновь потекла по восточному склону. Именно потому, где в 18-м открылся разлом. Новых трещин не появилось, но сейсмографы фиксировали повышенную активность вдоль линии декабрьского разлома все время, пока шли извержения. Спутниковые данные за период с 2018 по 2023 показали: восточный фланг Этны продолжает движение. Скорость смещения в периоды активных извержений достигала 7 сантиметров в год, почти вдвое выше среднего значения за предыдущие десятилетия. Линия декабрьского разлома остается активной зоной. Это небольшие подземные толчки, вдоль нее фиксируются каждые несколько недель. В 2022 итальянское правительство утвердило новый план гражданской защиты для зоны Этны. Документ на 218 страниц содержит обновленные карты рисков, протоколы эвакуации и перечень ответственных структур. Ключевое изменение по сравнению с предыдущей версией плана — официальное признание угрозы цунами от обвала фланга как реального сценария, требующего отдельного протокола. Впервые в официальном документе прописаны конкретные действия для прибрежных районов Катании при обнаружении признаков быстрого смещения восточного блока. Население склонов Этны с 2018 не уменьшилось. По данным Итальянской национальной статистической службы, в муниципалитетах на склонах вулкана в 2023 проживало на 3% больше людей, чем до декабрьских событий. Часть прироста — переезд из Катании на природу в период после пандемии. Цены на недвижимость на этнейских склонах выросли на 12% за 5 лет, несмотря на задокументированную вулканическую угрозу. Виноградники с сертификатом Этнодок продаются по ценам, сопоставимым с бургундским. Ответ на вопрос, который звучал в самом
самом начале, раскололась ли Этна. Технически точен. Разлом декабря 2018 зафиксирован инструментально, описан в десятках научных работ и внесен в официальные карты угроз. Восточный фланг вулкана действительно отделяется от основного тела. Медленно, по сантиметру в год, но неуклонно. Это не версия и не интерпретация. Это измеренный факт. Что будет дальше? Зависит от того, как поведет себя магма. Если активность Этны останется на нынешнем уровне, движение фланга продолжится в том же темпе, и у ученых будут десятилетия для наблюдений и уточнения прогнозов. Если вулкан войдет в период исключительно мощной активности, сопоставимой с извержениями 17 или 18 веков, скорость смещения может резко возрасти, и тогда вероятность быстрого обвала существенно увеличится. Последний факт, который стоит запомнить. Под дном Ионического моря у восточного побережья Сицилии геологи обнаружили следы как минимум 2 крупных древних обвалов Этнейского фланга. Они произошли десятки тысяч лет назад, задолго до появления человека на острове. Это означает, что подобное уже случалось. Не один раз. Этна делала это раньше и, по всей видимости, сделает снова. Единственное, чего не знает никто. Ни вулканологи в Катании, ни сейсмологи в Риме, ни спутники на орбите. Это когда именно. А 300 тысяч человек в Катании продолжают жить в 29 километрах от вулкана, который уже однажды стер их город с лица земли и отстроил его заново из собственной застывшей лавы.